Едем на 5-й этап Rally Sprint 2024. Сегодня пришлось ехать на час-полтора раньше, потому что буду переодевать колеса непосредственно на льду. Ну, думаю, не на льду, здесь на берегу где-нибудь стану, попробую переодеть, посмотрим, как получится. Не хотел я этим заниматься, но соперники предложили такой уровень, поэтому приходится не отставать, чтобы не проигрывать секунды на ровном месте. Потому что мест, где их проиграть, и так хватает. Сейчас где-то тут наш съезд. Наш всеми любимый. Так увлекся всей этой ерундой со сменой колес, что даже не помыл машину. Кстати, за нами Жигули едут. Они сейчас также будут съезжать. Да, что-то он сразу не поехал. Стоит, думает, заедет или не заедет. Но я его не вижу. Так, ну, в общем, вот оно, наше место. Гонщики. Вон они, гонщики. До тренировки где-то час. Мне кажется, здесь лучше заменить резину. Резину заменить лучше здесь. Потому как здесь, по крайней мере, ровно и нормально. Так, ну переоделись мы, в общем. Точнее, я его переобул. И наши колесики. Новая резина Bridgestone только с магазина, с магазинной полки. Стоит кучу бабок, сейчас поедем ее об лед точить. Собственно, она и куплена на замену этой резине. Потому что та уже чуть подточилась. Сейчас туда едем, это выгружаем, ну и поехали на тренировку. На все это ушло 40 минут. Круговертом было бы быстрее. Классно. Честно говоря, когда я первый раз сюда приезжал, я не мог даже подумать, что меня так может затянуть. Это мне получается, я сменил комплект резины, который стоит недешево, но еще такой же. После 5 этапов, после 4 этапов в этом сезоне. Но правда я на этой резине еще 6 этапов в том году отъездил. То есть 10 этапов на льду, общий пробег где-то от льда до гаража, так скажем, составил 1000 километров где-то. И получается резина уже такая порезанная, что ли. Протектор-то большой, и он есть миллиметров, наверное, 8-9, но как бы уже секунды проигрывает на ровном месте, поэтому пришлось заменить, чтобы исключить этот фактор. И остается теперь только на себя как бы надеяться. На резине только что из магазина классно так по льду вот ехать по чистому. Ну, правда, снежок еще поддерживает, но тем не менее. Посмотрим, как оно будет. У нас заезд вот такой вот. Чудо природы у нас тут. Тарусы. Погода нам такой сюрприз сделала. Ну, не погода, а физика, скорее всего. И природные катаклизмы. Не знаю, GoPro передает или нет, но у нас вот такой сегодня проезд. Куча машин едут одна за одной, во главе директор гонки, вон он там вдалеке справа. Здесь определенно надо тормозить. Это на новой резине так сносит.
значит шпилька. Так, а что у меня было? У нас второй заезд. На первом заезде получился вылет, но тем не менее он удержался на 4-м месте. Вылет был секунд 10 или 16. Не хочу вылетать.
ходяра, ходяра. Кто там все конусы повалил? Я. Так, мне в 30. В 30 едем. Так, сейчас 19, 20. Все более прогнозируемо. Не было тут этого зацепа, а теперь он появился. А вот как? Где эти кон? Эти что?
есть зацеп, такого никогда не будет. Вот никогда. И рейндж перед нами. Где газ? Вообще газ потерялся. Я более-менее проехал нормально, можно еще лучше. Вот здесь финишный конус. Мне просто не дал газ. То есть форик просто остановился. Я на газ жму, а извините, ничего не происходит. Что-то форь за мной стартовавший 95-й номер вообще где-то далеко едет. Сейчас посмотрим время. Мне кажется, где-то он начудил. Range Rover я догнал. Так. Надо сидеть, чтобы ничего не мешало. Сейчас рейндж меня снежком закидает.